Сегодня в этом регионе работает около 150 следователей Следственного комитета Российской Федерации. Здесь, конечно, проблемы есть. То, что стихия – это внезапно, это неожиданно, трудно предсказуемое. И, наверное, те вызовы, которые стали учащаться в последнее время, ситуация была в Туапсе, ситуация была в других регионах. Значит, нужны новые технологии, нужны новые системы оповещения, безопасности, нужна новая система подготовки жителей к этим ситуациям, потому что в зоне риска, где проживают эти люди, они никогда не защищены полностью от того, что может сотворить природа. Значит, их нужно готовить, обучать. Система, та, которая была разрушена, хотя в 1994 году был принят закон 68 ФЗ о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, возникающих в силу природных катаклизмов и техногенных ситуаций. В этом законе хорошо прописано все, и права, и обязанности администрации, региональных, муниципальных. Те вопросы, которые они обязаны решить до наступления ситуации, во время ситуации и после. Но, к сожалению, мы можем сказать, наряду с теми положительными проявлениями, которые мы видели, к сожалению, мы видели и недостатки, неисполнение того закона, который предписывает ту или иную задачу решить. Закон также налагает определенные обязанности и на самого гражданина, проживающего в этой территории, что он должен быть готов, что он должен быть обучен, что он должен знать, что это такое. Конечно, очень серьезные выводы из этой ситуации нужно сделать. Мы увидели то, о чем в последнее время много говорят. Вот способно наше общество от проявления каких-то положительных таких действий. Человек сегодня оценивается как немножечко очерствевший от этой жизни, и вроде бы не готов помогать ближнему. Но мы увидели, когда сотни людей приезжают по душевному своему увлечению туда, на взаимопомощь. Это огромная работа людей, говорит о том, что в человеке сохранено все доброе, что та душа, которая движет им, она открыта чужому горю, и они готовы помогать. Мы говорим о волонтерах, мы говорим просто о людях, которые приехали помочь. Это гуманитарная помощь, это не прямая помощь, когда очищаются вот эти все здания, жилье, улицы от ила, от всего, что там сейчас принесла вода. Они сопереживают все это. Может быть, и это, не может быть, а точно и это повлияло на настроение жителей. Они увидели, что они не брошены, что к ним приехали как к своим родным. А это говорит о серьезном движении в развитии нашего гражданского общества. Конечно, на фоне всего этого нужно думать и как законодательно закрепить все это, как помочь волонтерам. Что такое волонтер сегодня? Понятие волонтера, его права, обязанности. Нужно систематизировать и полностью регулировать в полном плане все вот эти правовые общественные отношения, возникающие во время действия волонтеров. Да, прекрасно, что люди приезжают, но люди должны четко знать, на что они должны рассчитывать, какие права у них и какие обязанности у тех администраций, которые с ними будут работать. И защита самого волонтера, это медицинская страховка. Вы знаете, в зоне риска всегда могут быть и травмы, и иные сложности со здоровьем человека. Значит, медицинская страховка обязательно должна быть. Такие законы приняты в Республике Молдова, разрабатываются в Республике Таджикистан, Беларусь. В мировой практике это широко принимается. Кстати, во многих странах Европы и в той же Америке при приеме на работу, когда человек приносит решение и указано, что он участвует в волонтерском движении, это создает он большой плюс для того, чтобы взяли на работу.
Вот это нужно понимать. Второе. К сожалению, всегда, когда идут вот такие положительные движения, всегда к этому примазываются и негодяи, которые используют в своих интересах ситуацию. Это и мародеры, это и паникеры. И буквально перед нашим приездом была попытка поднять людей. Кто-то закричал, что прорвались дамбы, водохранилища, идет волна, смоет всех, и с большим трудом удалось остановить людей. А это ситуация, в которой человек подвержен и опасности здоровья, и жизни самой, и имущество его подвергается опасности. Кто-то пользуется этим в каких-то, может быть, политических целях, в криминальных целях. Поэтому здесь необходимо ввести уголовную ответственность за такое поведение. Сегодня уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за ложное сообщение о терроризме, о терактах. Необходимо, видимо, дополнить 207 статью Уголовного кодекса и ответственностью за такие панические заявления. Мы отправили с воскресенья 144 тонны грузов, отправили туда 4 автобуса и постоянно продолжаем отправлять туда с людьми, естественно. Вот, постоянно продолжаем отправлять туда людей на самолетах, на поездах, на попутных машинах, на всем, что едет, летит, плывет. Сколько людей уже отправлено? Несчетное количество. Мы, к сожалению, не додумались вести подсчет людей. Вот. Подсчет груза мы можем вести, вот, только зная тоннаж фур, который мы туда отправляем. Значит, мы сейчас, в данный момент, там существовали 2 лагеря, но вот, как, может быть, вы знаете из новостей, один лагерь попросили переместиться. У нас абсолютно никаких проблем с этим нету. Хочу заметить, что мы полностью в контакте с администрацией и все в порядке. Мы передвинули этот лагерь, мы объединили 2 наших лагеря. И у нас теперь будет один большой лагерь, который там будет работать. Вот. Главное, что мы хотим, чтобы нам все-таки помогли там с туалетами и душами, которые до сих пор в общем-то в дефиците, мягко говоря. Там всего 2 туалетные кабинки на наш лагерь, вот, в которые даже рядом подойти нельзя. Наши группы, у меня нет большой статистики, я знаю, что вот маленький лагерь за 3 дня расчистил 41 дом от завалов и развез гуманитарную помощь в 157 точек, то есть конкретно 157 семьям в руки. Мы, чем, собственно, интересна была наша работа, тем, что, во-первых, у нас наша помощь нашла в обход МЧС, мы не обход, а параллельно, так скажем. Мы не складировались на их складах, мы не складировались, никаким образом они нам не помогали разбирать это, вот, не принимали участие в отправке этих грузов. Мы отправляли эту помощь в наш лагерь, после чего конкретно необходимым людям, которые вот мы знали, кому нужно, и туда развозили. Более того, наши фуры, когда отправлялись из Москвы, они не ехали ни в Крымск, ни там куда-либо еще, они после Ростова звонили, они ехали в направлении туда, а после Ростова им говорили, вот ты едешь конкретно туда, там на такую улицу, туда где тебя ждут волонтеры, где тебя разгрузят. То есть у нас была прямая помощь нуждающимся. Каждый день у нас был обновленный список того, что нам нужно. Мы его получали от наших волонтеров, которые находились там на месте. И каждый день мы, когда собирали вещи, мы объявляли через Twitter, Facebook, через средства массовой информации, которые нам очень помогли в этом вопросе, мы объявляли новые наши необходимости. Совершенно не безразлично остались все слои общества. Я никогда не мог себе представить. Вообще мы были абсолютно аполитический, не знаю, как сказать, лагерь или площадка, да, во время сбора помощи. Мы не представляли никакую политическую партию, ничьих интересов. Меня все спрашивали, кто за тобой стоит, кто за тобой стоит. За нами стоит никто не стоит. Мы — это вы. Мы точно такие же люди. Вот. Это счастье было наблюдать, как ОМОН приехал грузить наши фуры, вместе с ними грузили ребята с белыми ленточками, вместе с ними грузили ребята из России молодой, вместе с ними грузили байкеры, вместе с ними грузили ребята с символикой ЛГБТ-движений и вместе с ними грузили христианские активисты. Это люди, которых невозможно объединить никак, кроме как общей бедой. И это показывает, что действительно у людей до сих пор есть шанс на любовь, счастье и общую радость в желании помочь другим. Это очень хорошо, это очень хороший пример. Я не могу припомнить, когда наше общество в прошлый раз так объединялось. Даже, мне кажется, после войны 2008 года такого единения общества, как было тогда на Смотровой, не было. Это были действительно одни из самых счастливых дней в моей жизни, и не только в моей, я знаю это точно.
Что касается закона о волонтерах. Я считаю, что этот закон не нужен. Я не думаю, что лишние бюрократические препоны помогут работать нам, как волонтерам. Мы решали все вопросы очень быстро, очень оперативно, и лишние какие-либо бюрократические задачи, которые нам нужно будет выполнять, как то отчетность, регистрация, договора и прочее, просто убьют, не замедлят, они убьют нашу работу. Мы не сможем работать. Потому что мы не сможем отправить туда 100 человек, которым нужно будет, например, оформить страховку. Да, они едут туда на свой страх и иск. Да, многие из них не привиты. Да, многие из них могут пострадать. Но мы не можем оформлять им страховку здесь, потому что у нас нету на это времени. У нас нету на это денег, и они прекрасно понимают, на что они идут. Мы не сможем заключать с ними договора. Нам для этого нужен юрист, нам для этого нужно юридическое лицо, а мы никто. Мы просто люди, которые скинулись деньгами, временем и прочим, которые собрали деньги с других людей, таких же, как мы, и скинулись на автобус, отправили его туда без сопроводительных документов, между прочим, и у нас никаких проблем это не вызывало, потому что все полицейские, которые нас останавливали, они все сразу нас отпускали, они понимали, что мы делаем, какое дело. И мы туда отправлялись, и все эти бюрократические препоны, они будут только мешать, я считаю. Я согласен, нам нужна структура, которая будет каким-то образом координировать работу волонтеров и государства. Это необходимая вещь, потому что сейчас мы видим огромную дискоординацию. У нас очень большие проблемы с тем, что мы, например, вот я сейчас обладаю, вот буквально сейчас, вот пока мы с вами сидели, мне пришло письмо, у меня есть 2 тонны груза, который мне нужно отправить туда, строительного. И я знаю, что мне его отправить некуда, потому что я вот сегодня обзванивал там разных генералов МЧС, и они не дают возможности мне этот груз им отправить. Они его могут принять и положить все на склад. А так, чтобы он завтра уже работал, они не могут этого мне обеспечить. Соответственно, мне нужно знать вот от них, что им нужно прямо сейчас. И как они могут это использовать прямо сейчас, а не положить на вклад и, может быть, когда-нибудь потом. Первое, что, то есть нам нужна координация работы в режиме реального времени. Вот так, как мы работали. Понятно, что вот еду, там, воду, одежду, прочие необходимые вещи мы сами разберемся, куда раздавать. Да? А там 10 тонн кирпича, мы, в общем, конечно, тоже сами сейчас разберемся, куда раздавать. Но вообще хотелось бы, чтобы городская администрация или МЧС нам помогли в этом. И чтобы эта система была как-то отлажена. Это очень важно.